На прошлой неделе открылась какая-то гора предзаказов. И мы про них, конечно, сегодня поговорим, но сначала мы обсудим зарубежечку, кикстартеры и всякие новости. Погнали! Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, еженедельные новости на канале. Начнем с зарубежки и знаете, что такое тембо? Тембо — это слово на суахили, означает слон. А еще это кооперативная игра, где вы ведете стадо слонов по саванне, чтобы оно выжило. Достичь пункта назначения — это единственный способ победить, но путь полон испытаний. Вам придется искать еду, воду, ориентироваться в меняющемся ландшафте и избегать львов. Ну, не город львов, а хищников, которые с гривой. В свой ход вы играете карту, чтобы либо расширить саванну, ну то есть карту, по которой вы идете, либо продвинуть стадо вперед по ней. Каждая карта имеет двойное назначение, и ваше место за столом определяет, как вы можете ее использовать. При этом у вас будет такая многослойная головоломка для вас и вашей команды. Игра продолжается, пока стадо не достигнет цели, или пока вы не проиграете из-за того, что изголодались, из-за того, что кончилась колода, тем самым время ваше вышло, или вас поймали львы. Иллюстрировал игру Винсан Дютре. Монстры угрожают миру. Это настольная игра для 2-4 игроков, где каждый игрок управляет огромным монстром, который терроризирует планету тем или иным способом. Все это он делает для того, чтобы набрать репутацию. А еще у каждого игрока под контролем будет одна из военизированных военных таких фракций, которую будет отправлять на других игроков, чтобы замедлить их или, соответственно, вообще не дать им двигаться и, в принципе, загасить их. В игре можно играть будет за Чупаколоса, за Конка, за Несси, за Стригойку, за Зорба и миньонов. А побеждает игрок с наибольшей репутацией в конце партии. Игроки будут перемещать своих монстров, будут перемещать миньонов, военные единицы, сражаться с противниками и разыгрывать различные карты и события для того, чтобы угрожать миру как можно больше. Ну и это переделка игры 2005 года, где монстры угрожали Америке. При этом, на мой взгляд, это одна из немногих переделок, которая выглядит частично хуже, чем был оригинал. У игры Dwarf Romantic, кстати, выйдет компактная версия, называется Light Luggage. И это кооперативная игра, в которой вы все так же будете выкладывать шестиугольные тайлики и будете вместе создавать мир из ландшафтов, стараясь выполнить задания и построить как можно более длинную реку. Чем успешнее ваша команда, тем больше вы набираете очков в конце партии, а очки можете потратить на разблокировку новых тайлов, новых карт и так далее. Драгонариум — это игра на выкладывание тайлов с элементами драфта и управлением ресурсами. Игроки будут создавать свой идеальный драгонариум, и для этого они будут размещать тайлы с одним или двумя типами ландшафта и использовать различные элементы, там огонь, воду, ветер и так далее, которые будут вращаться вокруг головного поля, и вы с помощью них будете вылуплять драконов. Играете вы 12 раундов, выбираете тип земли, активируете элемент, даете энергию, вылупляете драконов, размещаете их сверху на тайлы, а потом тайлы накладываете на тайлы, и в итоге у вас получается такая объемная драгонариум получается у вас. При этом каждому игроку нужно будет найти баланс между выкладыванием новых тайлов и вылуплением драконов. И все это с учетом менеджмента ресурсов и пространственной головоломки. Фанаты Нуклеума в следующем году получат новое большое дополнение, которое будет называться Гибралтар. С ним не будет дополнения Лабрадор, ну я по крайней мере так думаю. Но зато в нем будет свое игровое поле, свои технологии, здания будут новые, контракты будут новые, причем контракты будут нового типа, в том числе это военные. И как вы понимаете, в мире Нуклеума, видимо, приходит конец мирного атома, но все это для того, чтобы игроки получили новые механики. А про новые механики на кикстартерах и геймфаундах вам расскажет Александр Кикстартерович. Всем привет! Сегодня я не буду расписывать проекты как обычно, скорее это будет что-то в стиле Юры. Так что имейте в виду, возможно даже кому-то это зайдет больше. По привычке начнем с кика, где идут сборы средств на новое детище дуэта Виталий и Иэна, чьи фамилии вы и так знаете. Великая библиотека, как и остальные игры Лассерды, в базе имеет размещение рабочих, огромное количество основных действий и горстку дополнительных, которые вы будете комбинировать. Вы же, вроде хранителя библиотеки, будете заниматься ее качественным и количественным наполнением. И тот, кто справится лучше, скорее всего, станет победителем. Короче говоря, вам предстоит заниматься обучением разных умных ребят, которые будут становиться умнее, чтобы помогать вам переводить различные исторические и научные труды. Также будете заниматься выполнением различных заданий правителя и еще непонятно чем, что будет давать вам престиж, а по совместительству и те самые победные очки. Любителям Лассерды и Отула, наверное, стоит присмотреться, но, как знать, возможно, и на русском она выйдет.
Я думал рассказывать про Драгонариум, но про него и без меня Юра уже рассказал. Так что если приглянулось, вам стоит заглянуть на Кик. Ну а мы топаем на GameFound, а там прям мискас завезли. Начнем мы со Snowdonia. Игре уже больше 10 лет. Она обросла большим количеством дополнений, и на этот раз ей решили обновить дизайн, собрать допы в одной коробке, добавить промки и много чего еще. Сама игра базируется на worker placement, но что вы будете делать, зависит от выбранного сценария. Все, что их будет объединять, это поезда. Так что если тематика не близка, проходите мимо. Если близка, ну, сами знаете. Сценариев будет много, и они действительно разные. Хоть и играться будут схожим образом. Механики не сильно меняются. Описывать их смысла нет, просто представьте, что в одном вы строите железную дорогу в горах, в другом метро в Токио, а в третьем расследуете убийство в Восточном экспрессе. Да. Расследуйте убийство в Восточном экспрессе. А про цену за то количество контента, которое есть, я молчу. Там же на GameFound можно вписаться в ряд репринтов. Например, Охотники 1492, берущие основу в Охотниках 2114, но на допиленных механиках. Сейчас идет репринт с новыми допами, внутри которых, как принято в сюжетных играх, можно найти новых героев, злодеев, экипировку, локации, ну и многое другое. Если уже получили коробки с оригинальной игрой, стоит опробовать и в случае чего вписаться в допы. Если нет, можете присмотреться к весьма неплохо скроенному средневековому приключению. Репринт получил и Rove. Игра, которую рисовал тот же человек, что и Gloomhaven, а разрабатывали те же люди, что и Crimson Scales. Огромнейшее фанатское дополнение, получившее approve от Айзека Чайлдреса и собиравшее деньги на краудфандинге. Так что внутри коробки вы найдете игру, отчасти похожую на Gloom. Но вместе с этим или вместо этого можно взять Rove Anchor Point, который может напомнить Челюсти Льва для Gloom. Все то же самое, но в меньшем объеме. Про Rove я уже рассказывал в новостях и на тот момент решал не кидать деньги в монитор. Хоть и хотелось. Теперь наступил второй раунд борьбы между жабой и хомяком. И я даже не знаю, кто из них выиграет. И последний репринт на сегодня. Аридия. Ну, что тут сказать. Это нужно брать не глядя, ну, либо дождаться среды, где мы планируем выдать максимум спойлеров в рамках стрима по этой прекрасной игре. Если не хотите большого количества спойлеров, можно посмотреть точку G, где мы рассказывали про игру. Ну а если совсем лениво, то имейте в виду, что это одно из крутейших приключений в настольном исполнении. Здесь отличный эксплоринг локаций, где вы не просто бегаете по карте мира, но исследуете обычные деревушки, заходя в каждое здание и болтая с каждым встречным неписям. Здесь вы по пути в город можете попасть под телегу, а в самом городе найти этого гонщика и сделать ему больно. Игра сделана с такой любовью, что это просто не передать словами. Короче, просто посмотрите кампанию и все поймете. А вот последняя на сегодня кампания вызывает крайне смешанные чувства. И всему виной ее название. Anastir Chronicles. Изначально детище Mythic Games, которую очень любят игроки. В отличие от других проектов, ее можно найти в разделе предзаказа на GameFound. Я бросал деньги в рамках оригинальной кампании и сейчас смотрю на это с очень большой тоской. Так как вроде дают скидку, но скидка выглядит как-то несущественно на фоне предыдущих затрат на игру. Сама игра представляет из себя настольный битэмап. Прям как в старые добрые времена. Сеги и вот это вот все. Так что если помните Golden Axe, то эта коробка может дать крутые, схожие ощущения и безумное количество ностальгии. Anastir во главу угла ставит экшен, и вы будете нестись вперед на врага, раскидывая их налево, направо, вперед, назад. Как-то так. Все это будет делаться различными комбо из карт, которые вы будете разыгрывать, и действий, которые у вас прописаны на планшете персонажа. Все это будет крутиться вместе, и это действительно очень прикольно сделано. Жалко, в свое время не вышло. Ну, плюс еще добавим сюда немного сюжета в рамках кампании, постоянную смену локаций, потому что вы постоянно двигаетесь вперед, и мы получим очень необычный игровой процесс. Если решите вписываться, берите обязательно ширмы. Они дают плюс 100 к погружению. А я пока в раздумьях. Игра уже в производстве, китка, как от мификов, скорее всего, не будет, но жутко душит жаба. И это все на сегодня. Всем спасибо. Ну а я пойду грустить по Анастиру.
Спасибо, Сань. Было интересненько. Мы продолжаем. Поблагодарим всех тех, кто поддерживает канал Geek Media на Бусти, ребят. Это здорово, спасибо, что нас поддерживаете. Стараемся как можем, иногда не хватает времени, но тем не менее мы вас всех очень любим и благодарим вас за вашу поддержку. И когда к нам приходят новые люди на Бусти, мы всегда радуемся всем чатам. Итак, немножко про наших. Nisa Games выпустит на русском языке новинку прошедшего Эссена и настольную игру Recall. Это игра от разработчиков игры Revive, которая на русском называлась «Проект Возрождение». И внешне эти две игры прям очень похожи. И не в плане того, что там художник один, хотя он, походу, один. Ну, а в целом, там планшеты, игровое поле, компоненты. Сейчас, короче, поймете. Recall — это евро, надвижка строй и исследование. Каждый игрок начинает с одним из 14 уникальных племен и одним из 18 уникальных гаджетов. В свой ход игрок либо использует ключ-карту, такой под планшет подтыкает, чтобы активировать одно из доступных действий и выполнять действия из карты и от того места, откуда подоткнул. Где-то мы это уже видели. Либо, соответственно, в свой ход он может сделать действие, так называемый recall, как раз отзыв, чтобы получить ресурсы и вернуть эти карточки-ключи. Ну, то есть карты. Среди действий у вас будет заселение земель, перемещение ваших последователей, строительство мастерских, хранилищ, памятников. В ходе игры можно будет также улучшать свое племя, приобретать новые ключ-карты, прокачивать действия и собирать камни способностей и реликвий. Важной частью игры является исследование археологических раскопок, где игроки будут находить следы древних цивилизаций и получать доступ к их способностям, гаджетам, а также победным очкам. Ну и 3 раза за игру вы будете выбирать свой путь дальнейшего развития, и он будет менять ваши механики и технологии. При этом в игре есть интересная замануха. Вы сможете сохранять с помощью приложения онлайнового свои отыгранные цивилизации, для того, чтобы в последующих играх они у вас были древними цивилизациями, которые вы как раз раскапываете. Прикольно же. Насколько это такая же игра, как Revive, посмотрим, когда поиграем. Поэтому пока в сегодняшний зачет игру не включаем. Зачет дальше. У лавки игр открылся предзаказ на игру «В поисках Эльдорадо» с новой базой «Золотые храмы». А еще там сразу 3 дополнения. Ранее только одно из этих дополнений выпускалось на русском языке. Обзор на игру, кстати, где в том числе рассказываю про отличие второй базы от первой, уже у нас есть на канале. Зря говорят, что новая база нужна тем, у кого старая плохая. Ведь если бегать не из точки А в точку Б, а из точки А в точку А, Б и В, то это уже новая игра. А еще она новее становится, если она совместима со старой. Вот так можно продать одну игру 2 раза. И это, считайте, за сегодня раз. У Hobby World выходит на русском языке юбилейное издание Агриколы Уве Розенберга. И это издание делали 3 года назад, к 15-летнему юбилею игры, и в нем переработанная база Агриколы и пачка дополнений и промок, включая мини-дополнения времена года, которые разрабатывали фанаты, а потом допиливали авторы. Все это в одной коробке с картонным органайзером, кучей деревянных фишек, и мы прекрасно помним все, что юбилейное издание — это возможность не только порадовать фанатов игры, но и продать одну коробку дважды. И это, кстати, 2. У Боа Цепелина открыт предзаказ на JRPG и рогалик одновременно, разумеется, настольный. На русском языке игра будет называться «Единый горизонт». В ней вы собираете группу приключенцев и идете бить морды злодеям, постепенно прокачиваясь и стараясь найти ультимативные комбинации вашего снаряжения и способностей. Подробный обзор игры есть у нас на канале, любителям аниме все это дело посвящается. А до меня, кстати, уже дошли сообщения, что в игре слишком обнаженные тянки, чтобы можно было играть в эту игру с детьми. Но, блин, как можно считать обнаженную тянку в кольчужном доспехе? Даже если это кольчужный доспех в виде бикини. Для дальних дальней у издательства Эврикус выйдет дополнение «Под звездами Алупы». В интернетах название уже исковеркали всячески, как только можно, но я буду рад посмотреть ваши варианты в комментариях. В дополнении в этом 15 карт и новый механик с метеоритами. На русском языке снова выходить будет не в бустере, а в коробке, чтобы вы не убирали доп в базу, а могли гордо поставить контейнер полный воздуха себе на полку. На Crowd Republic у Hobby World идет предзаказ на Звездные Империи Наследие. Это большая коробка Звездных Империй с новыми фракциями и возможность отыграть кампанию вдвоем. Кампанию с наклейками и простеньким сюжетом. Игра совместима с другими продуктами серии, с определенными правилами и определенными ограничениями. И вот столько печали, потому что у игры есть механика наследия, я не видел ни разу в жизни ни под одним нашим обзором. Как вы поняли, обзор есть на канале. А вот добавление механики наследия в игру — это возможность продать одну и ту же коробку 2 раза, и это уже 3 за сегодня. А еще на прошлой неделе у нас было 2 замечательных обзора, вот здесь и вот здесь. Посмотреть их можно прямо сейчас, перейдя после этих новостей к ним. И это все на сегодня, что я хотел рассказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.